Всем привет и спасибо, что вы пришли ко мне в гости на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, красиво, эстетично, иногда даже экзотические какие-то рецепты мы с вами делаем. Но самое главное, что мы с вами готовим все полезное. И, дорогие друзья, сегодня я вам предлагаю вместе со мной спечь еще один хлебушек, который совершенно потрясающе вкусный. Это протеиновый хлебушек, и вы не поверите, он будет у нас из брокколи. Если бы мне лет 5 тому назад кто-то сказал, что когда-нибудь я буду печь хлеб из брокколи, я бы никогда в жизни не поверила. У нас уже были с вами рецепты из овсяночки, цельнозерновой, да, у нас были уже на закваске черный хлебушек, и каких у нас только уже не было, хлебов творожный у нас был. Я спекла также крестьянский хлеб, который тоже вот выложу вот-вот, да. В мечте у меня еще есть, или не в мечте, а в моих мечтах есть рецепт полезного бородинского хлеба. Ну вот тоскую я вот за этим вот хлебушком, который у нас был всеми любимый в Советском Союзе, да. Но мне нужно где-то как-то в Европе раздобыть солод. Я не знаю как и где, но я над этим вопросом работаю, чтобы вот спечь тоже вместе с вами полезный бородинский хлеб. Но это потом. А сегодня, дорогие мои, пожалуйста, приготовьтесь. И мы сейчас сделаем экспресс-вариант хлеба из брокколи. Идемте готовить. Для приготовления нашего хлеба нам с вами сегодня понадобится блендер-измельчитель, силиконовая форма, силиконовая лопатка, ложка, маленькое полотенце и из продуктов питания немножко растительного масла, 250 грамм измельченной в блендере брокколи, 4 яйца, 150 грамм цельнозерновой рисовой муки, чайная ложка семечек подсолнуха, чайная ложка кунжутного семени, чайная ложка соли и чайная ложка разрыхлителя. Вот такой вот простой комплект продуктов у нас сегодня с вами. Ну что, давайте приготовим наш хлебушек. Теперь все будет происходить очень-очень быстро и просто. К брокколи мы отправляем наши 4 яйца, цельнозерновую рисовую муку, соль и разрыхлитель. Все это сейчас аккуратненько перемешиваем, даже без блендера, просто-напросто ложечкой. Перемешиваем все до однородной такой массы. У нас получилось настоящее тесто. Тесто получилось вот такой консистенции. Ну, как самое настоящее тесто для выпечки. Теперь мы его отставляем. Берем форму силиконовую и будем выкладывать наш хлебушек. Силиконовую форму мы должны с вами сбрызнуть маслом. И теперь выкладываем тесто в нашу форму. Разравниваем наше тесто по силиконовой форме, придаем ему форму нашего будущего хлебушка. Смотрите, какой он красивый, зелененький, прям в тон моей формы. Теперь я взбрызну наш хлебушек немножко растительным маслом. И теперь мы посыпаем наш хлебушек семечками в произвольном совершенно порядке и кунжутным семенем. И вот такая у нас красота с вами получилась. Та-дам! Теперь, дорогие мои, всю эту прелесть мы с вами отправляем в духовку на 185 градусов минут на 30-40. Все зависит от вашей духовки. Ну и потом мы с вами обязательно встретимся. Я вам покажу, какой у нас чудесный, полезный хлебушек получится. Дорогие мои, а теперь посмотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какой у нас великолепный хлебушек. И сейчас на ваших глазах я отрежу
кусочек. Послушайте, как... Вы слышите, какой он хрустящий? Теперь аккуратненько режем. И смотрим, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какая текстура. Какой он великолепно мягкий, пушистый и красивый. Дорогие мои друзья, это будет очень полезно, вкусно. И один недостаток у этого хлеба, что он очень быстро съедается. Дорогие мои, прошло 35 минут, во всяком случае у меня, в моей духовке. И вот такое чудо у нас с вами получилось. Посмотрите, какой красивый хлебушек. Я вам уже его показала в разрезе, когда его резала, да. Я, естественно, уже не удержалась и даже откусила кусочек. Вот маленький такой. Он очень-очень хорошей консистенции, пахнет хорошо. Но, предупреждаю вас, обязательно будьте осторожны с солью. Все зависит от того, какая у вас соль, мелкая, крупная, гималайская, может быть, или с йодом. В общем, пробуйте. Когда вы замешиваете тесто, то обязательно попробуйте на вкус. Лучше не досолить, чем пересолить, скажу я вам так. Ну, дорогие мои друзья, повторюсь, чудо чудесное, белковый хлеб, который даже не содержит ни грамма никаких молочных продуктов. Ни молока, ни кефира, ни йогурта, как обычно мы добавляем, да, для того, чтобы хлебушек поднялся. Все чудесно, все вкусно, все полезно и великолепно подходит для всех ваших ланчей, завтраков и даже перекусов. Так что, мои хорошие, пробуйте мои рецепты, экспериментируйте. Еда должна быть у нас разнообразная. Не бойтесь хлеба, как моя одна любимая ученица Зарина. Привет. Пожалуйста, не бойся хлеба. Ешь и пеки хлеба по моим рецептам и наслаждайся этим. Почему сказала про Зарину? Потому что она обожает хлеб, и она говорит всегда: ну я не могу отказаться от хлеба, поэтому вот мне тяжело худеть. По моим рецептам все легко, потому как это хлеб даже без закваски. Я уже не говорю, что он без дрожжей. Он у нас протеиновый, белковый хлебушек, который вкусный, элементарно готовится. Ну, сколько у нас с вами времени ушло для того, чтобы замесить тесто, даже не вымешивая блендером. Это у нас была обыкновенная деревянная ложка. Деревянную ложку я взяла, которая уже 315 лет. Это, по-моему, еще моей бабушки ложка, потому что она не так стучит об стекло. И мы вымешали этой ложкой, и у нас получилось вот такое вот чудесное тесто, которое мы с вами выпекли в силиконовой форме, и все. То есть 15 минут на весь процесс, а сколько там, ну, 35 минут или 40 стоит в духовке, это уже мелочи жизни. Вы уже можете, я не знаю, работать в это время, пока будильник не зазвонит через 35 минут, или же там убирать свой дом, что вы хотите, квартиру, да. В общем, все быстро, просто и легко. Дорогие мои, я вам всем желаю крепкого здоровья, счастья, любви, молодости, красоты, мира и, конечно же, гармонии с самим собой, со своим телом, со своей душой. И пеките, готовьте вместе со мной и наслаждайтесь этой жизнью. Но помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Все, мои дорогие, люблю вас всех. Спасибо, что у вас у меня становится все больше и больше. И за это я вам всем очень-очень благодарна. И с вами сегодня была ваша любящая Виктория. До новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов. Пока!